Режим чрезвычайной ситуации в США. Трамп подписывает документ, в котором Россия названа угрозой. Почему? Защитный саркофаг, который накрывает 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, утратил свою функциональность после атаки ударным дроном. Покажем, что происходит в зоне отчуждения. Лавров делает громкое заявление о США и Украине. Чем удивил? Стукачи в правительстве Трампа в Госдепе обязали сотрудников писать доносы. За что? Узбекистан в зоне риска, опасная неделя, а также атака по Украине, масштабный пожар в районе военного аэродрома РФ, наступление армии Кремля на Купянск и также срочная эвакуация. Обсудим и это. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начинаем с поистине горячих событий. В сети обсуждают чрезвычайную ситуацию в Саратове. Накануне вечером российские паблики заполонили кадры огромного столба черного дыма. В телеграм-каналах Саратова появлялись сообщения о том, что в районе аэропорта горит мазут. Перед этим был слышен взрыв. При этом сообщений и предупреждений об атаке БПЛА на область не было. Вот смотрите, это первая лётка. Вот там вот третья лётка. И горит чуть-чуть дальше. Вот, смотрите, что тут происходит у нас. Что это такое? Напомню, что в Саратовской области расположен военный аэродром «Энгельс», который неоднократно становился целью ВСУ из-за нахождения там самолетов РФ, а также складов ракет. Напомню, что последняя масштабная атака на этот аэродром была совершена 20 марта. Тогда, как заявлял украинский генштаб, было уничтожено минимум 96 ракет Х-101. Тем временем в Курской области заявляют о непростой ситуации в Рыльском районе. Там мишенью украинских военных сил стал мост через реку Абеста. Вероятно, переправу уничтожают для нарушения логистики ВС РФ. В районе проводится экстренная эвакуация, которую местные власти называют отселением. Силами районной администрации совместно с подразделениями Барс-Курск сейчас происходит отселение людей. На данный момент 4 жителей уже вывезены. 2 разместим в ПВР, еще 2 временно забирают родственники в Курске. Работа по эвакуации продолжается. Российские войска при этом атакуют украинские города. Купянск Харьковской области оказался под плотным огнем и ударом управляемых авиабомб. Об этом сообщают власти Харьковской области. Купянск под плотным вражеским обстрелом. Около 18 часов 20 минут оккупанты ударили кабом по частному дому. В результате обстрела пострадали 4 человека. 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще 3 человека. Издание «Бильд» при этом пишет, что российская армия наступает в Харьковской области. По данным издания, войска РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области. Отдельные отряды перешли на западный берег реки еще в декабре 2024 года. И теперь небольшой плацдарм превратился в российский прорыв. 34-километровый по ширине и до 4 километров в глубину. Войска наступают, пользуясь нехваткой пехоты у ВСУ. В ближайшее время российские войска могут усилить давление на Купянск, обогнув реку, пишет Бильд. Украинский генштаб при этом сообщает, что на Купянском направлении армия Путина 1 раз атаковала позиции сил обороны в районе села Загрызово. Уже после 9 вечера 12 апреля с севера воздушное пространство Украины заходили ударные БПЛА. Страна была атакована. Защитный саркофаг, который накрывает 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, утратил свою функциональность и требует восстановления. Объект укрытия был поврежден ударным дроном еще в середине февраля. После этого на протяжении целой недели специалисты не могли потушить пожар из-за сложности конструкции. Взрыв в зоне отчуждения прозвучал 14 февраля около 2 часов ночи. Именно тогда в укрытие и влетел ударный дрон. Все происходило в тот момент, когда в воздушном пространстве Украины находились и десятки других российских дронов. При этом в Москве отрицают свою причастность к этим событиям. Там заявляли, что не наносят удары по ядерным объектам Украины, а ночное событие назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией по безопасности. После инцидента на место аварии были приглашены эксперты МАГАТЭ. Они заявили, что в конфайнменте образовалась дыра диаметром около 6 метров. Повреждены как наружный, так и внутренний слой двухслойной защиты, а также часть оборудования и электрические кабели. Однако несущие конструкции не пострадали, утечки радиации не было. Обломки дрона также были предоставлены специалистам. К
сожалению, после атаки Арка частично утратила свою функциональность. Я думаю, уже в мае у нас будут результаты анализа, который мы проводим совместно с Европейским банком реконструкции и развития, с привлечением всех научных учреждений, которые имеют отношение к этому направлению, а также компаний, которые участвовали в проектировании и установке Арки, которые хорошо понимают технологию. И через несколько недель у нас будут первые результаты этого анализа. Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на год. Трамп не отступает и официально продлевает такой особый режим в Штатах, введенный еще Байденом в 2021 году. По причине, далее цитата, «вредоносных иностранных действий правительства Российской Федерации». В документе, который появился на сайте Федерального реестра США, детально расписаны те самые вредоносные действия Кремля. И это вмешательство РФ в выборы США и союзников, проведение кибератак, развитие международной коррупции, преследование диссидентов и журналистов за границей, дестабилизация в ключевых регионах мира, а также нарушение международного права. И именно поэтому Трамп продлил действие указа номер 14024, который позволяет блокировать российские активы, вводить новые санкции и официально признает действия России угрозой для США. Тем временем в РФ другая тема для разговоров. Там также обсуждают действия Трампа, но в другом ключе. Давайте послушаем. Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, включая украинский конфликт, это единственный способ решить проблему и установить долгосрочный мир, устранить коренные причины. Президент Трамп был первым, и я думаю, пока почти единственным среди западных лидеров, кто неоднократно, с убежденностью, несколько раз заявлял, что было огромной ошибкой втягивать Украину в НАТО. И это одна из коренных причин, о которых мы так часто упоминали. Москва по-прежнему настаивает, что Украину не стоит брать в НАТО. Трамп, кстати, уже также заявил, что Зеленскому надо забыть о вступлении Украины в альянс, даже несмотря на то, что еще в 2019 году Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО. При этом украинский министр иностранных дел заявляет, об альянсе и членстве Киева в этом военном блоке никто забывать не собирается. Членство Украины в НАТО не должно быть снято с повестки дня. Это вопрос трансатлантической безопасности. Это наш вклад. У Украины сейчас 110 бригад с ежедневным боевым опытом. И, конечно, это будет реальный, настоящий вклад в будущую трансатлантическую безопасность. И, кстати, самый дешевый. Кстати, отмечу, что Зеленский, когда Трамп называл его диктатором, призывал уйти и провести выборы в Украине, отвечал так: готов уйти, но в обмен на мир в Украине и в обмен на НАТО. В Киеве утверждали, что если это вступление произойдет, то Зеленский будет считать, что выполнил свою миссию. И он, кстати, отмечал, что две страны, которые не хотят видеть Украину в альянсе, это США и Германия. А в Берлине будущий канцлер Фридрих Мерц, который обещал в свое время Украине ракеты «Таурус», а Путину ультиматум, заявил: сейчас, на данном этапе, Украину никто не возьмет в НАТО. Надо подождать. Говорит, что Украина в ЕС и НАТО окажется только после окончания войны. Страна в состоянии войны не может быть ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Немецкая пресса также пишет, что обещание членства в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в альянс. В этом опять уверяет Мерц. Кроме того, он заявил, что недооценивать РФ не стоит. Далее процитирую. «Безжалостное истощение людских ресурсов всегда было частью российской политики. Поэтому надежды на то, что война как-нибудь сама собой закончится из-за истощения страны или из-за политических реакций против режима, невелики». Стукачи в окружении Трампа. Новый приказ из Вашингтона. В Госдепе США обязали сотрудников писать доносы друг на друга за антихристианскую предвзятость. О каждом случае ее проявления необходимо доложить. Об этом пишет издание «Политика». Согласно копии внутреннего документа, полученной «Политика», департамент будет сотрудничать с общей административной рабочей группой для сбора информации о случаях антирелигиозной предвзятости в период предыдущей президентской администрации и будет собирать примеры антихристианской предвзятости через анонимные формы для сообщений сотрудников. Издание уточняет, что документ был разослан по посольствам по всему миру от имени государственного секретаря Марко Рубио. Инструкции также были опубликованы в общедепартаментском уведомлении. Донос должен быть детально расписан, кто, где, когда, при каких обстоятельствах и что сказал. Сотрудниками такая инициатива была воспринята в штыки, и не потому, что среди людей есть те, кто выражает антихристианскую предвзятость, а
потому что им не понравилась сама форма. Доносить и стукачить друг на друга люди в 21 веке не хотят. Напомню, опять же, указ, изданный Трампом в феврале, обязывает все федеральные агентства искоренять эту так называемую антихристианскую предвзятость в правительстве. Кстати, буквально несколько дней назад агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило, что команда технологов Департамента эффективности правительства, которым руководит Илон Маск, использует еще и искусственный интеллект для отслеживания сообщений госслужащих на предмет враждебности к президенту Трампу и его программе. Ищут недовольных критиков с помощью приложений. И у стен есть уши. Это про ситуацию в Белом доме. А что вы думаете о доносах? Необходимость или дикость? Напишите в комментариях. И напоследок традиционно новость из Центральной Азии. С сегодняшнего дня Узбекистан в зоне риска, 9 регионов под угрозой селей и паводков. Масштабное предупреждение от Узгидромета. С 13 по 18 апреля в горах и предгорьях республики ожидаются ливни, которые могут вызвать сели и повышение уровня воды в реках. Власти призывают жителей горных районов, водителей и туристов не выезжать в опасные зоны, соблюдать максимальную осторожность, следить за погодными сводками. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.